Александр Мельман: мы все больные футболом на ТВ, и сейчас один сплошной футбол, ну нет ничего больше. А если есть, это совсем не смотрится. На фоне такого футбола вообще ничего не смотрится. Ведь что такое телевидение в принципе? Запрограммированное, предсказуемое, отшлифованное зрелище. Если ты опытный телезритель, а таких в нашей стране еще немало, то прекрасно знаешь, на какой примерно минуте Андрей Малахов сделает большие глаза, а Дмитрий Борисов вызовет в студию убийцу. Ну или по крайней мере незаконного сына Спартака Мишулина, какая разница? А уж о политических шоу и говорить нечего. Там все играют по правилам, залитованным в ЦК КПСС, а побеждает всегда одна команда – Россия. И нет никаких вопросов. А тут его величество футбол. Когда не знаешь, чем все это закончится. Когда отъявленные фавориты проигрывают заведомым аутсайдерам. Когда все вдруг может поменяться на самой последней минуте, и счет перевернется на абсолютно противоположный. Когда такие страсти кипят, эмоции, чувства, мама, не горюй. Когда вы еще по ящику такое увидите. Конечно, я имею в виду чемпионат мира, перед которым меркнет все остальное. Чемпионат мира как зрелище. Поэтому на нашем ТВ все вдруг стали прожженными футбольными фанатами. Вы посмотрите, что выделывает Катя Андреева, что себе позволяет. Как же ей идет эта красная маечка. А как она бьет головой, боже, это так сексуально. Иван Ургант еще перед началом ЧМ надел усы от Станислава Черчесова. Наверное, на фарт. И усы помогают, наши-то выигрывают. Андрей Норкин тоже вспомнил, как он еще практически мальчиком объявлял по стадиону: в команде «Динамо» замена, вместо номера 11 выходит номер 13. То есть тоже в футболе понимает, как оказалось. Михаила Швыдкова, интеллигента до мозга костей, который раньше-то, может, никогда и не видел, как бьют по мячу, взяли в виде почетного гостя на матче открытия. И он так этим проникся, завелся, заволновался, что свою чисто конкретную программу Агора всю до капельки посвятил футболу. В философском плане, естественно. И позвал по такому случаю самого Александра Шервинта, болельщика с 70-летним стажем. Который болеет за «Торпедо», команду, которой больше нет. Из-за футбола убирают куда-то программу «Время», меняют ее выход в эфир. Представляете, эту священную корову. Из-за футбола отменяют Владимира Познера, еще одну священную корову. Иногда даже по такому случаю приходится выключать из сетки самого Владимира Соловьева, который никогда не выключается.
Вот что такое футбол. А рейтинги? Какие чудесные УЧМ рейтинги. Нашему ТВ такие не снились. Из этого следует что? Ничего особенного, просто зрители ждут от телесмотрения жизни, нефильтрованных чувств, чистых эмоций, переживаний, несусветной интриги, только и всего. А телевизор им этого не дает. Особенно сейчас. Телевидения, футбол, ЧМ 2018, звездные авторы.